Выезжаем из нашего городка Вайтхевен, что в переводе означает «белый порт», и который находится на северо-западе Англии. Побережье Ирландского моря, что мы сейчас проезжаем, уходит конусом вглубь материка, и в хорошую погоду, как сейчас, нам видно побережье Шотландии через этот раздел земли. Но мы не едем морем. Дорога ведет нас через город Карлайл, откуда я, Люкреция Кей, приглашаю вас в очередное увлекательное путешествие. Мы направляемся в Шотландию. Обычно все путешественники следуют по автотрассе через Гретна-Грин. Наше путешествие тем и необычное, что мы следуем по поселковой дороге, где на границе встречаем приветствие страну гэллов. Время было обеденное, и мы по дороге остановились в симпатичном городке на чашечку чая. Кажется, здесь живут суровые парни. Городок назывался Серкирк, и, к моему удивлению, оказался более насыщен значимыми историческими фигурами на небольшой территории среди шотландских долин в такой глубинке, чем можно себе представить. На небольшой кольцевой дороге в черте города установлен памятник Мунго-Парку, который являлся седьмым ребенком местного фермера, в семье которого было 13 детей. Мунго-Парк родился 11 сентября 1771 года, а впоследствии стал известным шотландским исследователем Центральной Африки. Королевское шотландское географическое общество учредило медаль Мунго-Парка. По образованию он был хирургом, и во втором своем путешествии в Западную Африку в 1805 году пропал вместе с экспедицией. Да, история совсем не веселая. А еще печальнее, что через 19 лет его сын, отправившись на поиски своего родителя и сошедший с корабля на западный берег Африки, вскоре заболел лихорадкой и впоследствии умер. Не ходите, дети, в Африку гулять. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Мы все же зашли в местное кафе на чашечку чая и не успели посетить местный музей, который являлся залом суда сэра Уолтера Скотта, где он, как шериф-заместитель графства Селфишир, отправлял правосудие в течение 30 лет, до своей смерти в 1832 году. Это культовое здание 1804 года постройки со шпилем высотой 100 футов расположен на рыночной площади городка, рядом с внушительной статуей, посвященной самому сэру Уолтеру. Всемирно известного шотландского поэта, прозаика и к тому же адвоката мы любим за его исторические романы. И один из любимейших мы помним по фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Подойди, сэр рыцарь, преклони колено перед королевой любви и красоты. Так нельзя. Нужно, чтобы ты обнажил голову. Нет. В сентябре 1797 года, во время посещения Озерного края,
который находится всего лишь в 5 милях от нашего дома, Скотт встретил Шарлотту Карпенье. И после непродолжительного ухаживания молодые поженились кануна Рождества того же года в церкви Святой Марии в Карлайле, что находится в часе езды от Твайтхевен. Ну и прежде чем перейти к следующему сюжету, хочу напомнить, что сегодня, 15 августа, день рождения Уолтера Скотта. И пусть часть моего фильма будет подарком его памяти. Я планировала дополнить историю нашего путешествия еще одним сюжетом, но он настолько сложный, что надо этот клубок истории вначале распутать. Поэтому закончим на позитивной ноте, любуясь горными пейзажами шотландских гор. И до скорой встречи! Всегда ваша Люкреция Кей.